Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы сплетем вот такие простенькие по плетению браслеты, но не простенькие по внешнему виду. Внешне они очень хорошо смотрятся. Особенностью этого браслета является то, что он плетется всего лишь на 4 столбиках станка. И поэтому для плетения в том числе вам подойдет мини-станок Fingerloom. Если у вас такой есть, то, пожалуйста, используйте его. Плести с помощью него такой браслет очень удобно. Но я по традиции буду показывать плетение этого браслета на стандартном станке. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок. Один его ряд снимите, нам понадобится всего 2 ряда, и эти ряды расположите таким образом, чтобы столбики у вас стояли в шахматном порядке. То есть один ряд выходит немножко вперед по сравнению с другим рядом. Открытые стороны столбиков должны смотреть в правую сторону. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Я буду использовать желтый и салатовый цвет. Итак, сначала берем 2 желтых резинки, и в процессе плетения этого браслета мы всегда будем накидывать резинки по 2 штучки. И накидываем со 2 столбика дальнего ряда на 1 столбик ближнего ряда. Но при накидывании поворачиваем эту резинку 8-кой, и по центру у нас получается перекрестие. Теперь берем пару салатовых резинок и накидываем на 2 столбики каждого ряда. Берем еще одну пару и накидываем на 1 столбики каждого ряда. Теперь снимаем желтые резинки с тех столбиков, на которых они находятся. Здесь захватываем, скидываем к центру. И здесь захватываем, скидываем к центру. У нас получается желтая резинка сейчас находится на салатовых. Опускаем резинки вниз. И теперь нам нужно с этого столбика скинуть салатовые на дальний. Снимаем пару и накидываем на дальний столбик. Здесь поступаем точно так же, но наоборот. Захватываем резинки с дальнего столбика и накидываем на ближний столбик. Опускаем резинки вниз и вновь берем пару желтых. Накидываем таким образом. И теперь на эту пару желтых резинок скидываем салатовые. Захватываем все 4 штучки. Скидываем на этот столбик. И на ближнем столбике тоже захватываем все 4 салатовых резинки и скидываем вот сюда. Теперь опускаем резинки вниз и переходим к салатовым резинкам. Накидываем их на 2 столбики и накидываем их на 1 столбики. Теперь снимаем желтую резинку с одного столбика и с дальнего столбика. Захватываем желтую, снимаем. Желтые сейчас у нас находятся на зеленых. Теперь с ближнего столбика накидываем зеленую пару на дальний столбик. А здесь наоборот, с дальнего столбика накидываем на ближний. И опускаем резинки вниз. Теперь берем пару желтых резинок, накидываем сверху и на них скидываем салатовые, которые получились. Здесь 4 снимаем. И на дальнем столбике тоже 4 салатовых резинки захватываем и снимаем на желтую резинку. Опускаем вниз. Вновь переходим к салатовым резинкам. Накидываем слева и накидываем пару справа. Желтые резинки снимаем с соответствующих столбиков. Отсюда и отсюда. Теперь салатовые слева на дальний столбик кидаем, а справа кидаем на ближний столбик. Опускаем вниз и теперь вновь накидываем желтую пару резинок. И на эту желтую пару, как вы уже догадались, снимаем салатовые. Здесь захватываем, скидываем и здесь захватываем все 4 салатовых, скидываем. Опускаем резинки вниз. Давайте посмотрим уже, получается ли у нас браслет. Я его немножко вытяну. И видно, что браслет у нас уже начинает формироваться и выходить в нижнюю часть станка. Но мы продолжаем. Накидываем
салатовую пару и справа накидываем тоже салатовую пару. И снимаем желтые. Раз. Из дальнего столбика тоже желтые захватываем. 2. Теперь салатовые слева на дальний столбик, а салатовые справа на ближний столбик. И вновь берем желтую пару, накидываем на эти столбики и скидываем зеленые резинки. Раз. Из дальнего столбика тоже 2. Таким образом, повторяйте эту последовательность до тех пор, пока ваш браслет не наберет нужную длину. И я сделаю то же самое за кадром. Итак, нужная длина браслета набрана. Давайте посмотрим на его внешний вид. Вот так этот браслет выглядит, вполне симпатично и хорошо. И сейчас мы должны узнать, как же этот браслет следует завершать. Я сейчас, как обычно, скину на желтую резинку салатовые с одного столбика и салатовые с другого столбика. И теперь с дальнего столбика перенесу желтые на ближний. Готово. И сюда уже можно накинуть застежку. Однако, чтобы было легче накидывать, я вот эти резиночки накину на соседний столбик. Тогда натяжение у резинок получается более сильным, и мы клипсу легче накинем. Вот я ее накинул, она тут висит. Теперь снимаем конструкцию со станка, убираем наш станочек и смотрим на браслет. Отлично, простенько и со вкусом. На другой стороне этого браслета мы с вами должны захватить резинку, которую в самом начале скручивали восьмеркой. Вот она, резиночка, точнее это пара резинок. И чтобы легче было накинуть на нее застежку, мы с вами на пару свободных столбиков накинем. Натяжение получается довольно сильным. И застежку застегнем сквозь все резинки, которые у нас получились. Застегнул и снимаю со столбика. Ну вот, наш браслет готов. Я надеюсь, вы разобрались в этом уроке и поняли схему плетения этого браслета. Поэтому плетите такие браслеты, сочетайте разные цвета, и тогда, я думаю, вам понравится результат. А также подписывайтесь на мой канал, а также ставьте лайки, а также пишите комментарии к моим видео. До новых встреч. Пока.